Всем привет! Добро пожаловать в мастер-класс в очередной. Продолжаем вязать нашу козочку, точнее козочку мы уже связали. Сегодня мы будем ее наряжать. Вот такая у нас малышка получилась. Наряд, который мы сейчас свяжем, он подойдет как и для заек, для мишек, для любой зверушки, связанной плюс-минус такого же размера. Я буду вязать из пряжи Yarnard Jeans номер 36. Это такой вот розовый. Спицы 2,5 миллиметра. У меня это чулочные. Можете на круговых вязать, кому как удобно. И 4 маркера. Итак, набираем на спицы 30 петелек. Берем наши 4 маркера. Вяжем первый ряд изнаночными петлями. Кромочную всегда мы первую снимаем, последнюю провязываем изнаночной в каждом ряду. Первую снимаем, провязываем 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Надеваем первый маркер. Дальше вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Второй маркер надеваем. Дальше вяжем 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Надеваем третий маркер. Дальше вяжем 5 изнаночных. 2, 3, 4, 5. Убежал маркер. Надеваем четвертый маркер. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. И кромочная тоже изнаночной. Разворачиваем на лицевой ряд. Вяжем. Кромочную снимаем. 3 лицевых. 1, 2, 3. Прибавка. Маркер перебрасываем. Дальше мы будем вывязывать из этих 5 лицевых петелек наш рукавчик. Я буду делать прибавки как между петлями, так и в сами петли. Прибавка. Между петлями вытягиваю петельку. Дальше прибавка. Между петлями вытягиваю. Между петлями. Прибавка. Между петлями. Прибавка. В конце тоже между петлями. Перебрасываем маркер. Перед каждым и после каждого маркера мы делаем прибавку. Это наши регланные линии. Прибавка. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Прибавка. Перебрасываем маркер. У нас снова рукав. Я снова делаю прибавки между петлями и в каждую петлю рукава. Формируем наш воланчик так. Между петлями в петлю. Ну, чтобы больше прибавок было, и чтобы на это много рядов не уходило. Между петлями в петлю. И в конце
перед маркером между петлями тоже прибавка, вытягиваю. Дальше маркер перекидываю, делаю прибавку реглана, 3 лицевых, кромочная, изнаночная. Это мы провязали второй ряд. Третий ряд вяжем изнаночными петлями без изменений, без прибавок. Итак, провязали третий ряд изнаночный, вяжем четвертый ряд лицевой. Первую петлю снимаем, вяжем 4 лицевых, 2, 3, 4. В пятую делаем прибавку, перекидываем маркер. Дальше наш рукав, где мы делали прибавок, да, много. Делаем в первую петлю прибавку. Это регланная петля. Дальше вяжем лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В последнюю петлю перед маркером вяжем прибавку, перебрасываем маркер, вяжем снова прибавку. Дальше вяжем 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Последняя петля перед маркером тоже прибавка. Маркер перебрасываем. Снова на рукав мы до рукава довязали первую петлю рукава, делаем прибавку. Дальше вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Если у вас получится на рукавах там на одну, на 2 петельки разница, это ничего страшного. В последнюю петлю перед маркером делаем прибавку, перебрасываем маркер. В первую петлю перед маркером снова делаем прибавку, вяжем 4 лицевых, 3, 4 и последнюю вяжем кромочной. Дальше разворачиваем, вяжем пятый ряд изнаночными без изменений самостоятельно. Провязали пятый ряд изнаночный, вяжем шестой ряд. Кромочную снимаем, вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем прибавку в последнюю лицевую перед маркером, перебрасываем маркер в первую лицевую перед маркером, делаем прибавку. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 лицевых. В последнюю петлю перед маркером делаем прибавку. Перебрасываем маркер, делаем прибавку, вяжем 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В последнюю петлю делаем прибавку, перекидываем маркер, делаем снова прибавку. Дальше вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. В последнюю петлю перед маркером делаем прибавку, перебрасываем маркер, снова делаем прибавку в первую петлю после маркера, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Разворачиваем, вяжем изнаночный ряд 7 по рисунку изнаночными петлями. Так, провязали 7 изнаночный ряд, вяжем 8 лицевой ряд, кромочную снимаем, вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
прибавка, перебрасываем маркер, прибавка. Дальше лицевыми вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. В последнюю петельку перед маркером делаем прибавку. Маркер перебрасываем, снова делаем прибавку в первую петельку перед маркером. Вяжем 14 лицевых. У нас остается одна петелька перед маркером, делаем в нее прибавку. Перебрасываем маркер, делаем прибавку. Снова вяжем лицевыми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. В последнюю петельку делаем прибавку, перебрасываем маркер, делаем прибавку. 6 лицевых вяжем. 3, 4, 5, 6. Последнюю вяжем кромочной. Разворачиваем, вяжем 9 ряд изнаночными петлями. Так, провязали 9 изнаночный ряд. Вяжем 10 лицевой. Сейчас будем закрывать рукава. Кромочную петлю снимаем, вяжем лицевыми петлями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маркер убираем. Провязываем первые 2 петли рукава лицевыми и сквозь первую пропускаем вторую. Все, одну закрыли. И так закрываем. Лицевой провязываем, закрываем петлю, провязываем, закрываем. Провязываем, закрываем. Так до маркера. Так, смотрите, довязала я до маркера, осталась одна петелька на спице, и нам ее тоже надо закрыть. Маркер мы убираем. Закроем мы ее с помощью петли с кокетки. Все, оттуда взяли одну, вот она одна и осталась. Мы ее, считай, первую провязали. Так, первая, получается, вот она у нас остается. Дальше вяжем лицевыми 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, должно быть 12, 13, 14, 15, 18, 16, 17, да, все правильно, 18. Маркер убираем, закрываем второй рукавчик, провязываем 2 лицевых, через первую снимаем вторую и так закрываем до конца рукавчика, до маркера нашего. Довязали до конца ряда, у нас снова осталась одна петелька, снимаем маркер, провязываем со спинки лицевую и закрываем петельку с рукава. И дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых и кромочную изнаночной. Вот что у нас должно получиться. Так, переворачиваем наизнанку, вяжем 11 ряд. Кромочную снимаем, вяжем изнаночными 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше набираем на спицу 6 петелек подреза. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова берем спицу.
Вяжем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 надо, 14, 15, 16, 17, 18. Провязали. Снова берем ниточку. 6 петелек подреза набираем. 2, 3, 4, 5, 6. Возвращаемся к нашим изнаночным. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и кромочную тоже изнаночной. Разворачиваем работу нашу. Если вы вяжете на круговых, то в этом ряду будем соединять в круг. Если на чулочных, то сейчас будем так провязываем, будем переодевать нашу работу на 3 спицы. Снимаем кромочную, вяжем лицевыми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше вяжем 6 лицевых, те 6 петелек, которые мы набрали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я провяжу еще одну петельку с тела. Беру следующую спицу. Дальше вяжу лицевыми 16 петелек, не довязывая одну лицевую тело. Так. Все, эту спицу убираем, беру следующую спицу, довязываю последнюю петельку тела, вяжу снова 6 петелек, тоже лицевыми, которые мы набирали на подрезы. 5, 6. Перехожу на спинку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последнюю кромочную тоже вяжу лицевой. Беру первую спицу и соединяю вязание в круг. Просто продолжаю вязать лицевыми. И сейчас мне нужно провязать лицевыми. Получается, это 12 ряд и 13, 2 ряда лицевыми петлями. Провяжите самостоятельно. Так, провязали 2 ряда лицевыми. Дальше вяжем ряд с прибавками. Прибавки делаю точно так же, как и на рукаве. Так. Прибавка в петельку, прибавка между петель. Вытягиваю петельку между петелек. Снова прибавка в петельку. Снова вытягиваю между. Прибавка в петельку. Снова вытягиваю между. Прибавка в петельку. Вытягиваю между. Делайте прибавки так по кругу до конца ряда. Прибавки сделайте, затем провяжите 4 ряда без изменений лицевыми петлями и закройте вязание точно так же, как мы закрывали рукавчик. Так, вот такая у нас маечка получилась. Мы ее потом украсим. Сделаем петельку для пуговички, пришьем пуговичку. Теперь вяжем трусики. На спице набираем 63 петли. Если вы набираете на чулочные спицы,
Смотрите, чтобы не перекрутились. Ну, а на круговые там все понятно будет. Набрали 63 петли. Дальше одну петлю мы перебрасываем вот так. Дальше мы пропускаем первую петлю с этой спицы через ту петлю, которую мы перебросили. Как бы замыкаем круг. Да, где она? Замыкаем круг, подтягиваем, возвращаем петлю назад, подтягиваем хорошенечко и начинаем вязать лицевыми петлями. У нас, получается, осталось в работе 62 петли. Теперь нам нужно провязать 62 петли лицевых, 4 ряда. Провяжите их самостоятельно. Так, провязали 4 ряда по 62 петли. Дальше вяжем 30 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. И 31 вяжем изнаночной. Все, эта спица нам больше не нужна. Если вы вязали на чулочных спицах, то я переодеваю петельки. Ну, на круговых, понятно, вам там ничего переодевать не надо. Все, это мы разделили нашу работу на 2 равные части по 32 петли. Дальше вяжем уже изнаночный ряд, разворачиваем в обратную сторону. Кромочную, что мы провязали, изнаночный снимаем. Дальше вяжем 30 изнаночных. Вяжем 30 изнаночных. 31 получается. Первую мы сняли. И 30 провязываем. Так. Провязали. Дальше что мы делаем? Начиная со следующего ряда, мы будем в лицевых рядах делать убавки, а изнаночные будем провязывать изнаночными. Значит, кромочную снимаем. Дальше 2 лицевых, они, видите, смотрят в эту сторону. Мы провязываем вместе. Дальше вяжем лицевые. Пока не останется 3 петли. Осталось 3 петли. Смотрите, они тоже смотрят у меня вверх. И
вы как вы вяжете, смотрите. Чтобы с этой стороны сделать убавку, они должны смотреть в эту сторону, а чтобы с этой мы их переоденем. Теперь они смотрят вниз, и убавку мы будем делать снизу. Все. Кромочную, изнаночный. На изнаночный ряд переворачиваем, вяжем изнаночными. То есть у нас теперь осталось 29 петель. Изнаночных 29. Значит, следующий ряд мы лицевой снова делаем 2 убавки. И так мы делаем убавки, пока у нас не останется 17-15 примерно. Смотрите, вы примеряйте, потому что каждый вяжет своим размером спиц. У кого-то на сантиметр больше, на сантиметр меньше получается игрушка. Здесь, смотрите, мы будем сшивать потом 2 детальки. Вы вяжите, прикладывайте и смотрите, до какого момента вам нужно там 15 оставить петелек или 17 будет достаточно, 15 будет сильно много рядов, там, да, дополнительные шериды. Вот. И то же самое потом делайте вот с этой 31 петлей, которая с этой стороны. Провязываете, закрываете простым закрытием, как мы закрывали рукавчики и маечку. И потом будем уже делать кружавчики и поясок резиночкой. Итак, смотрите, вот довязала я эти 2 половиночки. Я закончила, получается, у меня осталось 17 петелек в работе. То есть я сделала убавки, у меня 17 получилось. Потом провязала 17 изнаночных и на лицевом ряду закрыла петельки. Вот так у меня получается. Сейчас с вами сделаем, пока не сшивайте. Сейчас я вам покажу, как сделать обвязку. Резиночку. Берем крючок, которым вы вяжете пряжу джинс. Определяем, где у нас попка. 2 части у нас одинаковые абсолютно. Так. Намечаем себе примерно серединку. Берем ниточку. Вяжем соединительный столбик. Закрепляем ее. 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 петлю подъема. И начиная со 2 петли вяжем за задние стенки петельки. То есть пока это верхние, соединительными столбиками. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводим крючок в косичку и делаем тоже соединительный столбик. Но вот эту петельку мы провязывать не будем. Разворачиваем. Снова уже получается за задние стеночки. Эту петельку мы пропускаем. Вяжем соединительными столбиками. 1, 2. Сначала не очень удобно. Когда чуть-чуть свяжется, будет поудобнее. 3, 4, 5. И последнее. 6. Петля подъема. Разворачиваем. В обратную сторону снова вяжем 6 соединительными за задние стеночки косички.
Сильно не затягивайте. Ну вот, потерялась. 3. 4. 5. И последняя. Сейчас. 6. Дальше снова в косичку соединительный столбик. Разворачиваем. Его пропускаем. Вяжем в обратную сторону. Тоже 6. 2. 3. 4. 5. За заднюю стеночку косички. Сложновато. Вот, и не затягивайте, потому что потом вот эти первые и последние петельки, их сложно достать. С более толстой пряжей поудобнее, конечно. Все, достала. Петля подъема, разворот. Снова вяжем 6 соединительных за задние стеночки. 4, 5. 6. Смотрите, 2 раза мы по одной петельке взяли с основной работы трусиков. 3-й раз я буду брать 2, то есть с одной петельки вытягиваю петлю, с другой петельки вытягиваю и ей делаю соединительный столбик. Так мы чуть-чуть стягиваем, чтобы резиночка у нас хорошо, плотненько прилегала, а не была такая, ну вот не висела вот так. Она хорошо тянется, эта резиночка. Главное, сильно петли не затягивайте. Все, развернулись в обратную сторону. Все время за задние стенки соединительными столбиками. 2, 3, 4. Это обычная, самая простая резинка крючком. 6. Петля подъема. Разворот. Снова за задние стенки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова в одну, потом еще раз в одну, потом в 2 петли. И так чередуя, обвязывайте по кругу. Надеюсь, все понятно. Итак, смотрите, все обвязала я по кругу. Выворачиваю наизнанку. Надеваю ниточку в иголочку. Складываю. И сшиваю. Все, ниточку обрезаю.
потом завяжу эти 2 ниточки на узелочек и буду прятать, когда буду прятать все кончики. Дальше что мы делаем? Если вы хотите сделать вот такие трусики с такой обвязочкой, расправляете вот так вот это ножки, берете крючок и набираете на крючок петельки, какие увидите, те и набирайте, какие будут набираться. Набираете. Так до конца ряда. Потом разворачиваете наизнанку, берете ниточку, вяжете ряд изнаночными петлями. Затем разворачиваете на лицевой ряд, вяжете прибавки, так же, как мы делали в маечке, то есть в каждую петельку прибавка и между петелек вытягиваете по петельке. Дальше вы провязываете изнаночный ряд, поворачиваете уже с прибавками со всеми, потом провязываете лицевой, снова изнаночный, и на лицевом ряду на следующем просто закрываете. Закрываете, у вас тут тоже будут такие бортики, выворачиваете наизнанку, складываете пополам трусики. Тут еще будет сборочка вот эта, да. И просто сшиваете вместе со сборочкой. И все, в принципе, трусики будут готовы. Я же сделаю чуть-чуть по-другому. Вот у меня шовчик, попа. Я хочу сделать рюшечки по попе. Я сделаю здесь ряд, первый, потом сделаю здесь второй ряд и третий. В принципе, точно так же набираю петельки, которые набираются. За стеночки. Так набираю от одного разреза до другого. Вот, смотрите, набрала. Теперь поворачиваю резиночкой от себя. Беру вторую спицу, ниточку и вяжу изнаночными петлями ряд. Пока без прибавок. Все, что набрала, провязываю изнаночными петлями. Так до конца ряда. Итак, вот провязала я изнаночными, поворачиваю на лицевую и делаю все те же прибавки. Кромочную снимаю, между петелек одну вытягиваю и в каждую петельку прибавки. Вытягиваю между петелек, прибавка. Вытягиваю между петелек, прибавка. Так до конца ряда. Потом я провяжу изнаночными петлями следующий ряд, уже без изменений. Потом лицевыми следующий ряд, тоже без изменений. И еще один ряд изнаночными. И на лицевом ряду я
закрою. Итак, смотрите, довязались у меня трусики. Провязала я 3 ряда такие с рюшечками. Сшила снизу и украсила голубыми такими галочками их. Ну, безусловно, после ВТО они будут более аккуратно выглядеть. Дальше я связала вот такую повязочку Солоху. У меня есть на нее мастер-класс. Ссылку я оставлю в описании. Там мастер-класс будет на комбинезон крючком. И в том же видео будет мастер-класс на такую повязку. Дальше к кофточке я пришила пуговичку. Сделала из хвостика, который у нас оставался при наборе петелек, петельку. Набрала 7 воздушных петелек и закрепила их просто. Вы делаете по размеру вашей пуговички, сколько вам понадобится петелек. И также украшаю сейчас чуть-чуть галочками такими маечку. Я вам покажу, как их вышивать. Вот смотрите, наши петельки, да, лицевые. У них есть основание, и потом из одного основания выходит такая галочка. Вот мы вводим иголку в это основание. Вот у нас основание. И из него выходит вот одна галочка и вот вторая. Мы заходим туда, куда выходят эти галочки, и выходим с 2 сторон, получается. Я, девочки, не знаю, как правильно объяснить. Я не вышивальщица. И возвращаемся опять в основание. И, соответственно, выходим в основание следующей петельки. И точно так же вот основание, вот галочка. И возвращаемся в основание. Вот, в принципе, и все. Так, и еще пупочек мы забыли вышить. Вот у нас тут намечается крестик. Я куда-нибудь ввожу. Где у нас тут серединка? И просто крестиком. Так. И выхожу туда же, где входила. Все. Завязываю на узелочек и прячу. Вот такая красота получилась. Две сестрички. Надеюсь, мастер-класс вам был понятен. Буду благодарна вашим пальчикам вверх. Если что, пишите комментарии, отвечу на все вопросы. Всем легких петелек!